Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. События ближайших дней. Таро на неделю с 12 по 18 августа. Давайте узнаем, что подскажут карты, как они видят эту неделю. Я же вас хочу пригласить на свой сайт, где есть разные статьи. Есть и статьи по психологии. Какой-то праздник вам обещается, мои дорогие. Праздник, конкретно тройка кубков. Радостные. Или известие, события, или хорошее настроение. А также есть планетарные гороскопы как и на август, так и до конца 2024 года. Я оставлю ссылки в описании под видео, поэтому переходите, читайте. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И если мы имеем некоторые вопросы и хотим найти ответы или какую-то свою стратегию, тактику на более далекий период времени просчитать, ну, какие-то подсказки могут быть важны. И также есть, кстати, на транзиты, которые будут продолжаться не только этот год, но и последующие годы. Это как Лилит или Черная Луна в весах. Это то, что связано с Юпитером, то, что связано с Хироном, мои дорогие символы израненного целителя. Одним словом, переходите, читайте. Мы идем дальше. И если мы заявили ваше ближайшее будущее, чего это будет касаться? Какой сферы жизни? Или что важно знать? Чего не избежать? Или неожиданности сами по себе? Возможное. Чему сейчас не время, как видят карты? Что может помешать? Что же будет помогать? Давайте узнаем. Что скрыто? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Энергия денег, как видят карты. Личная жизнь и карту совет. Итак, что же будет важно знать или чему придется уделять больше внимания? Это карта про образ Медузы Горгоны, мои дорогие. И, как известно из мифологии, она пострадала из-за своей наивности и доверчивости. Поэтому для вас будет важно просчитывать свою какую-то стратегию, тактику на пару шагов вперед, быть готовым к тому, что люди могут подводить, или те, на кого вы надеялись, рассчитывали в последний момент, меняют свое мнение, или у них планы меняются. Вот надеяться на самого себя от начала до конца. Если мы говорим в ближайшее будущее, вот такая позиция будет делать вас сильнее. И по этой карте, знаете, быть реалистом, ну, к примеру, одно дело мифология, другое дело наша земная жизнь. Если вы подписываете документы, значит, перепроверить все. Если вы финансовые документы, прочитайте банковские, мы говорим, да, прочитайте разными шрифтами. Если вам что-то обещают, а вы подумайте, а если мне этот человек обещание не сдержит, что я буду делать? Тут действительно какая-то стратегия, тактика. С одной стороны, идем по ситуации, но где-то очень внимательный. В любой момент нужно ожидать какого-то подвоха. И это не обязательно, что нарочито нас кто-то хочет обмануть. Но, может быть, есть люди, мы не всем нравимся, например, и это нормально, как ни странно. Или есть еще обстоятельства, которые от нашего желания, увы, тоже не зависят. Поэтому некоторая настороженность и внимательность к деталям вам не помешает. Давайте узнаем, что же нам скажут карты, как в неожиданности. Принц мечей, принцесса мечей, принц мечей. У кого-то может, кстати, какая-то личная история, как нашла коса на камень. Мы не можем друг с другом договориться. Есть совершенно полярные какие-то взгляды на жизнь с вашим партнером. Это не у всех проиграется. И я скажу другие варианты. Но для кого-то это то, с чем вы должны будете разобраться именно по части личной жизни. И не оставить это на потом. И еще принц мечей может означать, если вы занимаете какой-то пост, например, да, в системе иерархии, приход проверяющего. Вот такое может быть.
Или по этой карте принц мечей вы можете столкнуться с людьми, которые вам пытаются что-то доказать. Часто идут люди, которые обладают сложным характером. С ними договориться в принципе невозможно. Они используют какое-то свое видение, свою концепцию. Или если вот мы говорим, уперлись есть во что-то одно, вот он будет это продолжать и педалировать. Но ваша где-то задача будет в том, что обойти острые углы, как раз предугадать что-то, потому что положительный момент по принцу мечей – правда и ничего, кроме правды. Когда мы ищем эту правду, мы обязательно найдем. Может быть, для вас это будет касаться конкретного документа. Вы не верите кому-то, потому что вас уже кто-то подвел, и вы будете искать информацию, и вы ее найдете. Или вы не найдете какое-то недостающее звено. Может быть, по конкретному вопросу вам захочется проконсультироваться у юристов, у адвокатов, чтобы понимать, как в отношении вас работает закон, и это тоже будет во благо. Вот события нашей жизни, они не всегда нас мучают, они нас еще и учат жить как-то умело и более организованно. Но по принцу мечей иногда проходят и пафосные люди. Когда нам обещают какой-то вау-проект, у кого-то вот в этой концепции может проиграться, обещают золотые горы, а за этим ничего не стоит. Поэтому реалистом быть стоит дважды. Чему сейчас не время? Королева жезлов. Не время говорить о своих намерениях, не время говорить о своих планах, не время с точкой какой-то думать, что вот ваш план, может быть, по части работы и финансов будет осуществлен. Или все будет продвигаться в тех временных рамках, как вы это прогнозируете. Здесь что-то может меняться. Вообще сильная позиция и королеву жезлов как раз и отличает, что она умеет правильно распорядиться с деньгами, она умеет работать с информацией. И здесь как раз вот то, что я сказала по предыдущим двум картам, будет как сильная позиция проанализировать услышанную новость или открывшуюся возможность, или изменившиеся какие-то законы, или подзаконные акты могут тоже меняться. Поэтому в зависимости от того, что у вас на повестке недели стоит. Ведь у кого-то рабочий вопрос, у кого-то вопрос в личной жизни, у кого-то нужно решить финансовый вопрос. И у вас будет сильная позиция, но сделать это как-то очень красиво. Сделать это, может быть, в обход тому, что от вас люди хотят видеть. Или сделать что-то в тайне, мои дорогие. Вот я тоже так могу предположить. Все же черный кот на коленях у королевы нам говорит о том, что вы от этого человека никогда не узнаете, что он думает. Он умеет хранить тайны свои и чужие. Но у вас выпадает в концепции «чему сейчас не время». Вы можете тоже столкнуться с таким человеком, который буквально рожден под знаком зодиака, как и вы, стихия огня. У нас еще Овен-Лев. Или как вы, Стрелец. Или имеет асцендент. Люди часто даже этого не знают. Но вот не время, понимаете, с одной стороны, быть чрезвычайно скрытному. Или думать, что я сейчас что-то скрыл, кстати, для кого-то это тоже будет подсказка. А тогда нам карты говорят с учетом принца мечей, что тайное все равно станет явным. Поэтому нет, как и самого себя, не ввергнуть в иллюзии. Так и не думать, что какая-то история, она будет продолжена вот как за кулисами. Тайное может стать явным. Вот такой тонкий нюанс. Будьте честны сами с собой от начала до конца и будьте реалистом. Что вам будет помогать? Вот когда, может быть, 8 кубков, вы не вяжетесь в какое-то дело, или когда вы выйдете из какого-то дела, или вам будет помогать, когда вы поедете куда-либо и на месте решите тот или иной вопрос, что-то увидите своими глазами или с конкретными людьми, будете вести разговоры и проясните ситуацию. Для кого-то из вас, когда вы осуществите переезд, может быть, вообще далеко. Вот так тоже может быть. Когда вы можете отказаться и вот так вот, уйти по-английски, может быть, и вот это где-то тоже помогает. И все то, что я сказала по королеве жезлов, и сейчас уйти по-английски, 8 кубков, этот момент тоже проходит. И, может быть, между
тем, что выбрать, допустим, да, или остаться и кому-то что-то доказывать, или что-то оставить и просто выйти из какого-то дела, из какой-то ситуации. Вот в значении по-английски. И это будет для вас во благо. Продумайте вот эту тактику, стратегию, но как будто не участие какое-то, оно вам помогает. То действительно нужно себя сохранять, думать о самом себе. И если даже нужно по-английски уйти. А то и вот есть такая поговорка, мои дорогие, вовремя смыться не значит испугаться. И что-то подобное с учетом 16-го аркана у вас на этой неделе может быть. И в позиции, что скрытый аркан башня может говорить о некоторых вещах, когда вам нужно быть очень внимательному к событиям, которые происходят вокруг вас. Меня смотрят люди из разных стран. И на самом деле, с одной стороны, это как прообраз башни, тюрьма всегда. Тюрьма, и которая, как обстоятельства, сдерживающие нас, но теперь как раз башня разрушается от удара молнии и падают стены. И вот эта невесомость нам показана двое, которые буквально падают. Как поступить правильно? Она может быть у вас скрыта. Вы сами можете это скрывать и где-то, может быть, правильно делаете, чтобы себе не навредить. Все зависит от обстановки. Здесь будет двояко. Не будет одной какой-то стратегии и тактики. Ведь по этой карте еще идет опасность. Да, есть и такое значение, пусть в других колодах карт, но буквально, когда мы можем запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Или есть у меня таро ангелов, поддержки ангелов, там тоже ангел в последний момент выводит человека за руку из этой башни, и потому что через некоторое время, через моменты, эта башня от попаданий молнии тоже будет разрушена. И голова медузы Горгоны оберег очень мощный, который буквально прорисован, к примеру, на флаге Сицилии и в гербе Сицилии, и многими используется как именно защита. Защита, своего рода талисман от неприятеля, от каких-то вражески настроенных людей, от обманщиков. Мои дорогие стрельцы, у вас две серьезные карты выпадают. Будьте внимательны. Ну и прочитайте, подумайте вот так вот, в зависимости от той обстановки, в которой вы находитесь. У кого-то это может быть просто мелкий какой-то нюанс, когда собой не стоит рисковать. А ведь для кого-то сейчас будет действительно важно просто от какой-то ситуации или обстановки уйти, уехать, выбраться, может быть, сбежать. Дела, работа, бизнес. Действительно, вам нужно продолжать лишь то, что вы считаете нужным. И может быть всегда карта недостатка. Есть недостаток как холодность в отношениях, недостаток взаимопонимания. С другой стороны, это недостаток и по деньгам. И о самосохранении нам карта добавляет. И все то, что я уже сказала, это может быть каким-то образом соотнесено к вашей работе, к вашим действиям, к подписанию документов или оформлению каких-то документов, или вашим решением о передвижении куда-то, может быть, вот так. И сохраняйте себя, мне нечего добавить. Давайте посмотрим, что по финансам. Быть хитрее, конкретно еще одна карта говорит, может быть и не подписать какой-то документ, когда вы себя, в последующем какие-то обязательства долговые можете ввергнуть, или не взять за кого-то ответственность, может быть, когда вы... Тут могут люди манипулировать, когда вы потом будете один на один оставлены с какой-то ситуацией. Мои дорогие стрельцы, я не знаю, ну посмотрите, ладно бы одна карта выпала, но вот вас как будто, это мы уже открыли с вами 7 карт, и они нам говорят об одной и той же какой-то стратегии, тактики, как минимум на эту неделю. Кстати, для кого-то может проиграться 7 мечей, забрать свое. Обратите внимание, наш человек, улыбаясь, забирает 5 мечей. 2 оставляет, как будто всем своим видом показывает: свое я никому не отдам, но и чужого мне не нужно. Поэтому себя сохранять, свое имущество, свой собственный статус, свои планы, ну и не обесточить себя по финансам или
через какие-то документы. Как-то придется действовать альтернативно. Люди могут не говорить всей правды. И вам где-то придется самому себе правду эту говорить. И искать эту информацию правдивую. Вы ее найдете. Но вполне вероятно, что действовать вам придется как-то в обход. Или как-то скрыто, незаметно. Никому ничего не афишируя, не обнародуя. Мы уже с вами об этом говорили. Личная жизнь. Карта паузы, карта отчасти, ведь это всегда тупик, посмотрите. И правда, у кого-то из вас личная история могла так проиграться. Может быть, это не теперешняя история, ведь меня смотрят люди совершенно разные. Может быть, предыдущий ваш союз был, увы, не самый удачный. Но о себе, значит, какая-то история может напомнить. Или внешние какие-то события на работе. Здесь нужно будет уделить внимание своему отдыху определенно. Но и если мы говорим выход тогда из какого-то тупика. Отчасти этот тупик может означать и документы, мои дорогие стрельцы. Значит, если вы прежде подписали какие-то документы, когда взяли на себя какие-то обязательства, вы будете искать на этой неделе возможности выйти как раз из этих обязательств. Или вам придется действовать. Что-то по времени как будто невозможно исправить. Нам говорят, поспешай, но медленно, понимаете, вот как-то так, если мы по активности. Есть те вопросы, что вы не сможете отложить на потом, но есть, видимо, и то, что быстро не решится. Быть реалистом, увидеть с другого ракурса. Есть такое значение в этой карте. Действовать как-то совершенно иначе. И пусть это касается либо вашей личной жизни, либо, я имею в виду, личной истории любви, может быть и так. Или это события, которые затрагивают именно вашу личность, мои дорогие стрельцы. Давайте посмотрим карта совет. Карта где-то манипулятора. Пробуй, пока не получится или не надоест. Будь спонтанным, об этом нам говорят. Это легкость на подъем, она вам помогает. Когда вы сумеете рассмотреть какой-то новый вариант альтернативный, когда вы не откажетесь от чего-то нового, опять же, когда вы не будете действовать по шаблону, вот об этом говорит карта. Деньги есть, где-то деньги будут, но ты обойдешься 2 пентаклями. Деньги как будто даже не трать, об этом тоже нам дает совет карта. Сейчас не время крупных покупок, для кого-то так. Вам действительно где-то придется продумывать финансовую составляющую, может быть, на далекий период жизни, ну, плюс-минус, может быть, до конца августа или еще на какие-то месяцы вперед. Но и где-то обману сейчас тоже не место. Потому что что-то может через какой-то период времени, как тайное, становится явным. Поэтому продумывайте, что вы, как вы поступили в предыдущий период. Тут пространство через определенный период времени вам может вернуть, ну, как какую-то ситуацию. И как вы поступили на этой неделе, будет откликаться в какой-то период последующий. Ничего нельзя делать на автоматизме, это точно. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, почему-то такие карты. Может быть, есть что-то в вашей жизни, что, ну вот чему нужно уделить внимание. Вы не можете благодушествовать. Это вам, по крайней мере, ну где-то наивность точно не будет помогать. Быть реалистом полезно. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.